Приветствую всех на своем канале. Меня зовут Любовь. И сегодня по просьбе своих подписчиков я покажу, как я делаю джинсовую бахрому. Меня просили конкретно на джинсовой вороне, как сделаны перышки. Но там, может быть, они и выглядят как перышки, но у меня там пришита вот такая вот бахрома. Я как бы ее делаю всегда одинаково, а использую в разных случаях. Вот смотрите, кусочек от джинс я отрезала, например, ленту поперек и ленту вдоль. Вот таким образом. Конечно, нужно там постараться поровнее, чтобы именно как вот ниточки идут. Тогда будет легче бахромить. И что я хочу сказать. Вот, которая поперек ленточка, с ней, конечно, посложнее трудиться, потому что белые нитки, получается, вытаскиваю я. И они очень хрупкие, они постоянно обрываются. И поэтому создают трудности. Вот, обрываются. Опять же, я здесь неровно отрезала. Видите, у меня как бы не идет она целиком. Но, тем не менее, если мне, например, нужна темная бахрома, это все равно возможно. Посидеть, поковыряться, вот так вот потрудиться. Тем более в наше время сейчас сложная такая монотонная работа, она спасает. Потому что как-то забываешься. Вот, смотрите, я увидела, где у меня там идет ниточка. Я по этой линии решила подровнять, чтобы полегче у меня шла работа. Но все равно, которые поперечные, они бахромятся тяжело. Я вот здесь, видите, и так, и сяк стараюсь. И все равно они, эти белые ниточки, обрываются. Не там, где надо. Вот. Вот таким образом. Ниточка за ниточкой. И вот так вот делаю бахрому. Ее можно делать любой толщины. Например, может быть, вам нужна лента просто вот с такой вот коротенькой бахромушечкой. Например, для отделки сумки. Можно, кстати, горловину, например, футболочки так оформить, если вы что-то шьете сами или платье. Очень красиво смотрится. Я как-то один раз так делала. На горловине вшивала в шов вместо окантовки, как бы, подшивала вот такой вот бахромушкой. Очень красиво выглядит. Вот. Ну все, у меня терпение кончилось, я взялась за другую. А вот здесь, смотрите, здесь мы вытаскивать будем темные нитки. Они более прочные, и поэтому уже легче работать. Смотрите, как хорошо они вытаскиваются. Прям целиком нитка идет. Эта нить темно-синяя, она толще, и поэтому очень-очень хорошо. Вот если где-то, вот смотрите, неровность уже видно, да, как неровно было отрезано, можно при желании, если вам прям идеально ровная нужна лента, все это потом подрезать. Я тоже так делала. Поэтому безвыходных ситуаций не бывает. Даже если криво отрезали, все можно потом исправить. Можно и не обрезать, если, например, вам для какой-то игрушки, как типа, как у меня ворона, да, нужны какие-то там, как перышки сымитировать, то это может вот и так остаться разной длины. И вот так вот ниточка за ниточкой, но здесь уже дело намного быстрее идет, которые полоски вдоль, они бахромятся намного лучше. Я прям вот, даже джинсы перерабатывала таким образом, когда еще особо не знала, что из них сшить, и хотелось чем-то заняться, особых каких-то идей, мыслей не было. И я, кстати, показываю, что ниточка тоже может пригодиться куда-то. Вот, и я прям сидела, нарезала полностью все джинсы, брала, нарезала на полоски вдоль, вот такие вот длинные во всю длину джинсов. И вот так сидела, их бахромила, потом скручивала в рулончики. И когда, допустим, что-то шьешь, сумку или еще что-то, всегда под рукой есть рулончик вот такой джинсовой бахромы. Взял сразу, пришил куда надо, без лишних хлопот, очень удобно.
Мне такие заготовки нравятся. Вот. И вот видите, можно любую длину оставлять, какая вас устроит. Ну, для перышек, конечно, максимально вот как можно больше нужно ниточек убрать. И то, что в серединке остается, можно, например, заранее посередине этой ленточки пройтись зигзагом плотненьким. И эти ниточки вытаскивать прям вот до самой строчки, до зигзага. Ну, я так не делала, не строчила. Я оставляла просто вот так тонкую ленточку. И потом, когда пристрачивала, ну, у меня, по-моему, на вороне прямой строчкой пристрочено, но можно и зигзагом строчить, и, в принципе, то же самое получится. Вот. Если вы хотите, например, не пришивать, а просто такие вот как бы именно как перья накладные, то тогда лучше сначала прострочить зигзагом, все это разбахромить, и тогда у вас прям отдельные получатся перышки, которые не размахрятся до конца, а будут держаться именно как перья. Вот. Ну, у меня они были пришиты, поэтому мне было без надобности. Вот такую прям тоненькую ленточку я оставляю в серединке, вот. И получается вот такая вот у меня бахрома двухсторонняя. Так, ну вот здесь все-таки я хочу доделать, показать, что и с поперечными возможно, если синие нужны бахромушки. Просто здесь нужно подольше постараться. Вот так. Где-то там я иголочкой помогала. Там оборвалась, например, ниточка с серединки. Ее поддевала иголочкой и вытаскивала. Ну, это кажется, что, может быть, со стороны, что это как-то муторно, скучно. Но на самом деле бывает такое вот, мне кажется, у каждого в жизни, когда заняться нечем, думать что-то не хочется, хочется бездумно выполнять какую-то просто монотонную работу ручную. Кто-то вышивает, кто-то там еще что-то делает, а здесь вот можно заняться бахромушкой. Главное, чтобы руки были заняты, тогда голова как-то отдыхает. А то сейчас мысли всякие лезут в голову, и все равно как-то, мне кажется, весь народ в стрессовой ситуации, это, конечно, сложно очень. Вот. А так хоть какое-то отвлечение от плохих мыслей. И вот так вот ниточка за ниточкой, вот уже где по прямой получше дело пошло. Я даже иголочку убрала, правда, ненадолго. Тут же опять начала рваться. Вот. Тем не менее, шаг за шагом все равно, видите, получается. Вот опять иголочку пришлось взять. Вот раз оборвалась, я ее в серединке цепляю, вытаскиваю. И вот так вот подтягиваю и дальше продолжаю вытаскивать. Кто хочет, тот всегда доделает дело до конца. Это мне как на одеяло писали, говорит, кто-то там из подписчиков пишет: ой, я бы такую работу на середине бы уже забросила. Но это так кажется. Просто когда уже вовлекаешься в работу, уже как-то само по себе делаешь и делаешь. Но если устаешь, хочется бросить, но надо просто отдохнуть, отложить в сторону, переключиться на что-то другое, а потом снова вернуться к этой работе. И чем больше трудишься, тем больше, как-то, мне кажется, и усидчивости проявляется. Я вот раньше тоже думала, что я никогда в жизни какие-то такие долгосрочные проекты делать не буду, потому что мне вот тоже все время нетерпячка, хочется все быстрее, чтобы только придумал, сразу сел и сделал. Я раньше и шила, так помню, костюм себе из бурды. Еще дочка у меня маленькая была. Ночь не спала, на работу пошла с красными глазами, не выспавшаяся, зато в новом костюме. Вот. Сейчас, конечно, я уже так не делаю.
Годы не те. Ну вот, видите, уже получается, уже видно, что тоже бахрома. Если это как ленточную бахрому использовать, ее, конечно, нужно будет подровнять, чтобы она была ровненькая. А может и не нужно, я же говорю, смотря в каком проекте использовать. Вот здесь просто я небольшой кусочек, а я, говорю, делала длинными лентами, скручивала в рулончики, и заготовочки такие очень даже к месту приходятся. Можно много чего отдекорировать, даже там ту же какую-то подушечку сшил из однотонной ткани, да, и потом вот этими вот лентами перекрестными нашил сверху, как решеточкой, или там ромбиками, или квадратиками. И уже красотень получилась. И кажется, что это сшито из кусочков, и вот так вот бахрома по краям. А на самом деле все элементарно просто. Кстати, надо, наверное, что-нибудь такое пошить. Вот. Вот такие вот у меня на вороне были бахромушки, нашиты на крылышки. Вот. Можно белые, можно темно-синие, кому как нравится. Можно нарезать вот на 3 штучки, и будут просто отдельные перышки. Ну вот как-то так. Всем пока-пока.